5 коротких полемических тезисов заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева в газете «Коммерсант». Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством? Коза з вовком тягалася, тільки шкура від кози засталася. Тезис 1. Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю, хотя та же история учит, что на это требуются столетия. А вот украинские руководители, особенно первые лица, люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди. Кто они? Гражданами какой страны являются? Где их корни? Какова их историческая идентичность? Этническая составляющая? Каким богам они молятся? Кем они себя ощущают? Они щирые украинцы? Европейцы? Русские? Евреи? Татары? Венгры? Караимы? Нынешний президент этой измученной страны – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке, более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее, в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной Майдан, направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути, отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины, которые, надо признаться, там всегда были, но составляли от силы 5-7% активного населения. Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершать подобное нравственное сальто-мортале. Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС. Конечно, такое положение вызывает ежедневный когнитивный диссонанс в его душе и поступках. Тем более нельзя быть уверенным, что в какой-нибудь момент при изменении политической конъюнктуры за тобой не придут, чтобы нашить на спину желтую звезду. Он должен бесконечно маневрировать между различными силами, радикальными националистами, нациками, как их принято там называть, мусульманской частью населения, прежде всего татарами, умеренными аполитичными украинцами и русскими, представителями других этносов, чтобы ему не сломали шею. Именно поэтому и появляются ублюдочные документы типа «Закона о коренных народах Украины». Именно поэтому он показывает себя большим националистом, чем наиболее радикальные из них. Ему надо было встретиться в пантеоне героев этой части украинского общества, встроиться в нее, крикнуть вместе со всеми «Героям слава!», принять безусловный авторитет этих мерзавцев в качестве великих украинцев, молиться о блаженной памяти террористов и юдофобов Бандеры и Шухевича, последователями которых называет себя сегодня значительная часть политэлиты Украины. Всем известен скорбный календарь бандеровцев и полицаев того периода, лето 1941 года, когда после взятия частями немецкой армии города Львова в 2 самых крупных еврейских погромах погибло около 6 тысяч человек. Это уничтожение русских, украинцев, евреев, поляков в Ясной долине, Подкамне. Это Белая церковь, Бабий Яр и Волынская резня. А вот цитата из ранее не публиковавшихся материалов. Банда убийц выламывала двери и окна, врывалась в квартиры, расстреливала, резала и убивала топором и ножами людей, в том числе малолетних детей, стариков и старух, после чего трупы грузили на подводы, отвозили и закапывали в ямах.
С целью сокрытия своих злодеяний часть семей сжигали в сараях и обгоревшие трупы зарывали в ямах. Все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества, принадлежавшего замученным семьям. Ему явно противно потакать этим настроением. Вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы этого делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится, что не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды, вывернутый наизнанку человек. Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак. Тезис 2. Украинские руководители нынешней генерации – люди абсолютно не самостоятельные. Об этом уже много сказано и написано, в том числе в известной статье Владимира Владимировича Путина. Страна находится под прямым иностранным управлением. Причем управление это гораздо жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период. СССР давал достаточный простор в формировании внутренней политики своим геополитическим союзникам, понимая, что иначе не может закончиться трагическими событиями типа венгерских выступлений в 1956 году или Пражской весны в 1968 года. Простая прагматическая логика. На Украине же зависимость полная от денежных вливаний в их экономику с подачки со стороны США и ЕС до прямого руководства украинскими спецслужбами со стороны их американских патронов. Но если СССР были нужны добрые отношения со странами социалистического лагеря и Варшавского договора, в том числе для совместного построения социализма, то США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо антироссией. А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах. Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе также эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил, в том числе потенциально военного, с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном. Тезис 3. Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Причем желательно на всякий случай сохранив деньги в заграничном офшоре. Многих из них мы неплохо знаем. Лидеры, которые мог бы пожертвовать собой ради Украины и не попытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет. Напротив, когда речь идет о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам. Когда Москва с деньгами хоть и враг, но его деньги важнее вражды. Вспоминаю слова одного своего коллеги в известный еще домайданный период. На мой вопрос, а зачем Мамерек участвует в выборах, у него же нет шансов, последовал ответ, который меня сильно тогда удивил. Как же вы не понимаете? Это последняя возможность для него поднять бабки от избирательной кампании. Комментарий излишний. С тех пор ничего не изменилось. С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный. Тезис 4. Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии, доморощенные Теллераны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом после внутренних бурлений в Раде на площади или ЦУ из океана разворачивают позицию совсем в другую сторону.
Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, модус операнди. Таким партнерам, в кавычках, в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны. Тезис 5. Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию этих дебильных крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание взаиморавных, взаимоправных, взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы – люди терпеливые.